Дорогие друзья, перед вами Ктулху. Это олицетворение хаоса. Хотя разные культуры называют его чудовищем, кто-то называет его хранителем ключа от бездны, кто-то называет его хранителем ключа от древнего города. Некоторые писатели его изображали в виде осьминога, то есть описывали в виде осьминога и чудовища морского. Некоторые культуры считают его держателем космоса, Вселенной, открывающим бездны, выпускающим оттуда легионы и когорты демонов. Кто такой Ктулху? Ктулху – это черный космос, бездна, воронка, которая затягивает все то, что считает нужным. Ктулху есть владелец, хозяин космоса, черного космоса, черной Вселенной, то есть черной части Вселенной. Этот ритуал очень зловещий, он очень сильный. Обычно после этого ритуала происходят ужасные бедствия с теми, куда направлен этот ритуал и на кого это направлено и наслано. Я показывала практикам много черных ритуалов. Я считаю, что они обязаны их знать. Неважно, будут они пользоваться или нет, но у них должно быть оружие. Невозможно вести войну без оружия. Нельзя. В белых перчатках войну не ведут. И ведьмы должны знать, и не только ведьмы, люди, практикующие, должны знать, что со временем, чем сильнее они станут, тем больше будут желающих их грызть, уничтожить и прочее. И самое неприятное будет то, что не имея ни навыков, ни силы, ни ума, ни знаний, люди будут стремиться принижать вас для того, чтобы на вашем фоне подняться. И не нужно кричать о справедливости, о том, что ну как же так? Это я могу. И это доказано годами и трудом, а вы нет. Так почему же вы смеете высмеивать или принижать мои достоинства? Это я сильная, и это я прирожденная с детства, с раннего возраста. Это я знаю, это я слышу, это я ясновижу. Это не важно. Люди будут хотеть вас скинуть с высоты вашего полета, чтобы занять ваше место. И вот для этого нужно вам оружие. Любой колдун, любая ведьма, изначально желающая спасти всю планету и все человечество, со временем приходит к выводу, что этого делать не нужно. Любая ведьма, которая в раннем возрасте дает себе слово и обещает, что никогда не будет творить черное дело и будет делать только добро, со временем понимает, что без этого не обойтись. И что если не будет творить черное дело, не будет ставить на место тех, кто пытается сожрать ее, то ее саму на место поставит та сила, которую она не защищает. В данный момент будет ритуал обращения к Ктулху, к космосу, к черному космосу. И если те люди, которые называют себя практиком якобы, конечно, есть практики, не спорю, есть, были и будут. Я имею в виду тех, которые якобы, как они любят говорить, люди силы. Так вот, если вы рискнете провести такой ритуал и не описаетесь от страха, то я специально куплю шляпу, чтобы перед вами снять. Но я очень сомневаюсь, что вы рискнете даже половину этого заговора произнести. Когда я говорю, что для того, чтобы прийти к высшей церемониальной магии, к ритуальной магии,
нужны десятки лет. Когда я говорю, что для того, чтобы произнести определенные заклинания, нужны десятки лет, вот я говорю про это все. Чтобы быть морально готовыми обращения к силам бездны, друзья мои, нужно быть сильным человеком. Чтобы ночью ходить на кладбище, нужно быть сильным человеком. Чтобы делать порчу и не бояться, нужно быть сильным человеком. Слабый этого не делает и не сделает никогда. Поэтому слабому всегда удобнее говорить: я добрая, я черные дела не делаю, или ходить там на кладбище там 12 дня в обед, то есть якобы что-то делает там. Слабый всегда будет прикрываться тем, что он добрый, якобы лицемерной добротой. А сильный будет говорить честно: я делаю и добро, и зло. Что заслужили, то и получаете. Незаслуженной порчи нет. Если порча прилипла, значит, ты это заслужил. Начнем? Я ничего не буду объяснять. Я просто произнесу эти слова. А дальше что будет происходить? Свидетелями опять же будете вы. И вновь будете вы. Потому что этот безумный театр однажды должен закончиться в пользу одного или другого. По-другому никак не бывает. Побеждает либо человек призванный, либо непризванный. Но я еще не видела и не слышала, чтобы непризванный побеждал. Если во время прослушивания этого ритуала вам станет немножко дурно, затошнит, или, извиняюсь, у вас все там ослабнет, и вы побежите в туалет, такое возможно. Потому что это пронизывает человека насквозь, крутит его. Когда я проводила подобный ритуал, не настолько сильный, скажем так, среднего типа, определенных людей просто отвезли в разные больницы. Не буду говорить, что с ними происходит. Но, по крайней мере, они больше ни в Одноклассниках, ни в Контактах, ни в соцсетях не пишут. Ибо там, куда они ушли, нету интернета, тем более безлимитного. Итак. Да, кстати, это для тех, которым кажется, что они под никами или троллями могут шастать, делать, что хотят. Но если вам не жалко своих родных, что я могу сказать? Значит, вы эгоистичные люди. Я бы не стала трогать такую, как я сама. Знаете почему? Потому что, наверное, эгоизм не настолько велик, чтобы терять родных из-за своего эгоизма. Но если у вас эгоизм очень велик и амбиции в том числе, то теряйте их, оскорбляя, трогая ту силу, которая этим миром и мирозданием и миропорядком правит. Наверное, вы рисковые пацаны, мягко выражаясь. Итак. О великий вселенский хаос, хранитель ключей от бездны, владелец когорты хранителей, о космический хаос, Ктулху. Открой ключом своим черную бездну, вызови черные когорты демонов, закрути небосвод, насылай безумие на врагов моих. О Ктулху, владелец ключами бездны, о вселенский хаос, я взываю к тебе, я вызываю твою силу, я молю тебя о защите. Дай мне в защиту свои легионы демонов.
обрушь свою ярость на ненавидящих меня. О вселенский хаос, великий Ктулху, приди мне на помощь. О вечный черный хаос, обращаюсь к тебе, как дочь обращается к отцу своему. Я кровь от крови твоей, я плоть от плоти твоей, о черный хаос, услышь меня. О вечный хаос, услышь меня. Ты моя сила, ты моя судьба, ты разум мой, моя защита. О черный космос, ты услышь меня. Отец мой, поспеши мне на помощь. Дай мне легион черных демонов, крылатых палачей. О посланники, легионы черной бездны, окружите меня и мое племя, защитите меня и мое племя, а врагов моих кромсайте. Насылайте безумие на них, жирайте их души, добейте их, душите их, я их проклинаю. Я проклинаю их детей, я проклинаю их кровь и судьбу. О черный космос, Ктулху, услышь меня. Открой бездну, направь черные легионы мне в защиту. Да умножатся они и придут мне на помощь. Да уничтожают они каждого, кто обидел меня, кто злорадствует, кто ненавидит. Да придут они, те, кто ненавидит меня, к краху. Да сходят они с ума, да будут прокляты они. От имени черного космоса, Ктулху. От имени моего черного отца я проклинаю их. О проклятые бездны и когорты демонов! Пусть мое проклятие дойдет до вас и уничтожит. Черный легион, ты услышь меня. Крылатые когорты, от имени черного космоса я приказываю тебе, все слова мои исполни. Славься, черный отец мой, да будет услышаны мои слова. С этой минуты закружится колесо, и придут в движение слова мои, и оживятся проклятия мои, и уничтожат врагов моих, и уйдут они на дно. Разрушится стан моих врагов. Будьте вы прокляты. Сила черного космоса, во имя чести и силы, во имя духа, магии, во имя защиты братства колдовского, во имя попранной гордости, во имя величия магии. Я требую мщения, я требую их крови и черепов у моих ног. Да исполнится. Жнецы, косите, демоны, жрите их, черная когорта, души их. Да поднимется вой, да поднимется крик, да встанут армии мертвецов. Да начнется великая битва во имя магии. Да победят избранные сыны и дочери черного космоса и матери тьмы. А тех, кто посмел попрасть честь и усомниться в величии сил, отомстите. Отомстите им лживым и подлым. Да исполнится, заклинаю. Заклинаю черным хаосом. Заклинаю тьмой и легионами крылатыми. Свершилось. Наверное, это последняя битва. Так кажется мне. Как сказал Фрунзик Макарчан, я так думаю. Всем спокойной ночи. А кому-то уже спокойная ночь будет только во сне сниться.